Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте в этом раскладе мы детально разберем отношение загаданного человека к вам, ну или троих людей. У нас будет три позиции. Первая, вторая, третья. Можно загадать одного человека, можно двоих, можно троих. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу, выбирайте свою позицию. И начиная с первого варианта, давайте будем смотреть, какой же у нас получится тот самый детальный разбор. Сигнификаторы выложу на оракуле Ленорман. Он мне больше нравится для каких-то вот таких, знаете, вот именно определяющих вопросов, когда нужно общую атмосферу посмотреть. Он очень четкие ответы дает. Итак, первая позиция. Каково же общее отношение к вам загаданного человека? Очень положительно относится, следует за вами как за мечтой. Но смотрите, вот карта змея, во-первых, может указывать на то, что очень сильную страсть испытывает к вам человек. Да? Метла, змея — это такое состояние сексуального притяжения, когда он очень-очень вас хочет. Вот здесь страсть и секс, они выходят на первый план. Также ваши отношения могут иметь преимущественно формат переписки. У кого-то это отношения, которые связаны определенными документами. Не обязательно это может быть официальный брак законный. Это могут быть какие-то рабочие деловые отношения, в которых документы играют не последнюю роль. Также смотрите. Карта змея, она, как правило, указывает на то, что есть либо влияние третьих лиц, либо есть моменты, в которых человек не до конца искренен по отношению к вам. У него могут быть также разного рода вопросики, претензии, но, как правило, в таком сочетании змея-метла, они больше отыгрываются как страсть, да, то есть ты просто меня очаровываешь и как-то вот околдовываешь, что я теряю голову. Настолько сильное страстное притяжение человек к вам испытывает, что он просто, вот знаете, порой теряет над собой контроль. Это, конечно же, у большинства отыграется, это основное значение данного сочетания. В целом, вы его очень вдохновляете, вы его очень мотивируете, он готов следовать за вами как за мечтой. Вы для него являетесь, знаете, вот неким таким идеалом, даже в чем-то авторитетом, и он готов к вам прислушиваться, даже несмотря на то, что могут быть какие-то, знаете, вот, казалось бы, разногласия, недопонимания, разного рода вопросики и так далее по отношению к вам. Что между вами сейчас? Давайте посмотрим. Чувства, безусловно, чувства. Да, у многих здесь отыграется такое, что могут быть треугольники, да, потому что карта влюбленные — это, безусловно, символ романтики, символ гармонии, символ того, что есть между вами чувства, но очень часто эта карта сопровождает вот именно такие любовные, романтические отношения. Нет конкретики, нет стабильности в отношениях, есть возможность выбирать между вами и кем-то еще, либо же у вас есть тот, с кем вы можете сравнить вашего мужчину. Ну, и Иерофант, смотрите, опять же, необходимость либо соблюдать субординацию, здесь могут, как я уже сказала, деловые отношения отыгрываться, либо тот статус, когда либо вы, либо партнер находится в законном браке. Иерофант — это символ правильности, традиционности. И именно вот эти морально-нравственные принципы, они не позволяют вам взять все от этих отношений. Они заставляют вас, вот знаете, как-то топтаться перед дверями вот этого прекрасного сада и воздерживаться от того, чтобы прям вот максимально получить от этих отношений все, что только можно. Что он думает о вас как о человеке? Как о человеке, что он думает о вас? Вы весьма закрыты. С вами весьма сложно выстроить диалог. Но если подобрать нужные слова, то можно с вами найти компромисс. Вы любящий человек, для вас важна семья. Если вы отдаете предпочтение вот кому-то, да, вот постоянному партнеру, то он понимает, что человек, на которого вы смотрите, он понимает, что вот этот вот партнер и семья для вас будут в приоритете. Да,
вот он, король кубков, у большинства здесь отыграется то, что вы не свободны, либо вы находитесь в других отношениях, либо в браке с другим мужчиной. И семью, вот эти вот стабильные отношения вы не собираетесь разрушать, вы не будете менять свой статус, вы не будете как-то, вот знаете, устраивать вот этот раздрай в своей жизни. Хотя чувства у вас к этому человеку, на которого вы смотрите, безусловно, присутствуют. А что он думает о вас, загаданный человек, как о женщине? Идеальная. Идеальная. Вот женщина-мечта. Я видел тебя во снах, я мечтал, я представлял. Ты мужчину вдохновляешь, ты сумеешь вдохновить мужчину на подвиги, и никогда ты не будешь одна. И твой мужчина, он готов абсолютно все сделать для тебя. И сама такая вот ресурсная, очень ресурсная. И мужчина, находясь с вами, он всегда будет с победой, он всегда будет в ресурсе, он всегда будет в таком положении, что он знает, что вам предложить. Он готов исполнять ваши желания, он готов воплощать ваши мечты в жизнь. Вы сама женщина-мечта. Вы та, кто может мотивировать других, в первую очередь мужчин, которые рядом с вами находятся, на то, чтобы ваши также мечты они исполняли. А что он будет думать сейчас о событиях в вашей жизни? Точнее, что он думает о событиях в вашей жизни? Что он думает о событиях в вашей жизни? Он считает, что решаете вы какие-то проблемы, вопросы, причем весьма серьезные, знаете, вот как будто защищаетесь, обороняетесь, стараетесь отстоять то, что вам дорого. Возможно, это связано с поездкой. У кого-то отыграется то, что всеми силами вы стараетесь, знаете, вот избежать каких-то проблем, уйти от проблем. Но есть ограничения, против которых вы не властны. Можно решить вопросы, можно решить проблемы, но как-то трудно, как-то тяжело сейчас все и не просто в вашей жизни. Тем не менее, это не делает вас проигравшим. Вы все равно остаетесь очень достойной, очень желанной женщиной, очень желанным человеком для того человека, на которого вы смотрите сейчас. Давайте посмотрим его чувства к вам. Его чувства человека к вам. Очень-очень его к вам тянет. Сильная страсть. Вот прямо днем и ночью готов быть рядом, готов писать, готов звонить, готов приезжать. А писать толком их не может. Вот вы знаете, чувствует очень сильное притяжение, да, безумное притяжение, безумная страсть, но он не понимает, что это. Обычно эмоции идут от сердца. Обычно эмоции идут, вот прям, знаете, когда вот люблю, а здесь вот именно страсть, здесь вдохновение. Я не вижу того, чтобы вот прям полностью он погружался сердцем в эти эмоции. Но притяжение здесь есть. Здесь, знаете, здесь такой человек, который любит стабильность. Почему он не теряет голову, вот именно... Хотя здесь, знаете, здесь такое притяжение, когда действительно можно потерять над собой контроль, но он боится влюбиться всем сердцем, он боится прикипеть к вам всей душой, потому что он человек стабильности. И, скорее всего, у него уже была такая ситуация, когда он испытывал подобное, не хочет больше в таком состоянии оказываться. Да, здесь карты на самом деле очень хорошие. Понимаете, если он полюбит всей душой, то вы замените для него всю Вселенную. Вы замените ему всю Вселенную. А это состояние для него сейчас, оно неприемлемо, оно не входит в его планы, и оно для него будет дискомфортным. Поэтому здесь максимальное притяжение к вам, максимальное очарование вами, но вот так, чтобы полюбить всем сердцем, он пока не решается. А какие у него намерения по отношению к вам? Ждет перемен. Вы знаете, скорее всего, вы общаетесь на почве, вот как я сказала, каких-то вот совместных дел, да, либо через общих знакомых, либо вы коллеги, либо партнеры. Может также отыгрываться такое, что вот доктор-пациент, покупатель-продавец, да, то есть отношение того, кто услугу оказывает, и того, кто услугу получает. И вы знаете, он планирует с вами вот в таких отношениях и оставаться. Но, судя по всему, данные отношения ваши, да, вот именно партнерские, они не могут длиться вечно. И он вполне принимает
текущее положение вещей, когда вы ему нравитесь, ему нравится с вами взаимодействовать, есть чувства, эмоции, но здесь как-то вот у кого-то на финансах это все основано, да, понятно, что партнерские, клиентские отношения, у кого-то на собственной выгоде. И когда ваше партнерство, сотрудничество подойдет к концу, он примет это как данность, он примет это как такой, знаете, вот неизбежный рубеж ваших отношений. Тем не менее, он планирует как-то в дальнейшем развить, попытаться возможность с вами общаться и после завершения тех проектов, тех дел, которые вас объединяют. Да, он будет стараться как-то, вот знаете, отыскать шанс, который сможет вас снова связать, снова объединить. А что будет делать в итоге? Это намерение, а что в действиях? Что в действиях? Ну, туз мечей, он реализует желаемое. Он, знаете, он будет стремиться все-таки полагаться на свой статус. Да, победа любой ценой, король пентаклей. Это то состояние, когда он будет стараться реализовать задуманные вот эти им планы, выстроенные. Когда ваши взаимоотношения на почве сотрудничества подходят к финалу, но есть шанс, есть возможность их как-то продлить. Он будет стараться всеми способами это сделать. Да, и его вполне не смущает то, что отношения здесь могут быть вот как раз-таки треугольные, тройка кубков. Поэтому романтика здесь есть, чувства здесь есть. И шансы на эту романтику, они вполне тоже есть. На то, чтобы все это получить и реализовать. Во всяком случае, человек настроен, загаданный вами. Благодарю единичек за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте теперь посмотрим, что у нас у двоечек. Что у нас у двоечек? Детальное отношение, детальный разбор отношения загаданного человека к вам. Итак, давайте посмотрим опять на колоде Ленорман его общее отношение к вам. Общее отношение к вам. Метла. Опять письмо. Вы знаете, такое ощущение, что вы либо в ссоре, либо человек обижен на вас за что-то. Есть претензии, причем претензии и обиды такие детские, но он собирается вам написать. Вот прям собирается вам написать, собирается как-то вот выйти на связь, о чем-то с вами поговорить, что-то с вами обсудить. Что сейчас между вами происходит? Давайте посмотрим. Что сейчас между вами происходит? А здесь соперница между вами, причем которая очень активно как-то себя проявляет. Стабильность. Никто никого отпускать не хочет, но, собственно, здесь и нет тенденции к тому, чтобы что-то между вами менялось. Скорее всего, отношения имеют треугольный формат, тайный формат. Есть другая женщина в ваших отношениях, и либо вы тайная жрица, да, тайная женщина, либо же она. В любом случае, человек скрывает подробности общения с вами от нее и с ней от вас. Тем не менее, здесь, знаете, вот тянет вас друг к другу, да, постоянно хочется как-то взаимодействовать, никто никого не хочет друг от друга отпускать. Что он думает о вас как о человеке? Такое ощущение, что вас обидели, вас либо предали, либо какое-то такое событие не самое положительное в вашей жизни произошло. Вы очень нуждаетесь в мужской поддержке. Причем здесь, знаете, здесь на мужчине все завязано, король пентаклей. Если вы в стабильных, в официальных отношениях, то велика вероятность того, что эти проблемы, эти болезненные ситуации, они связаны с вашим супругом. Если вы не имеете партнера, то есть постоянного спутника, да, вот помимо того человека, на которого вы смотрите,
то он считает, что вы очень нуждаетесь сейчас вот как раз-таки в мужском плече. Вам нужен мужчина, который поможет вам справиться со всеми вашими проблемами. Да, совершенно верно. Уйти от проблем, возможно, даже переехать, поменять место жительства. А что он думает о вас как о женщине? Что он думает о вас как о женщине? Не можете, вы сейчас, вы обиженная. Вы обиженная, вы такое ощущение, что получив вот этот вот удар, какой-то болезненный урок, вы стараетесь как-то поменять себя. Вот такое ощущение, что вот ваша женская часть, ваше женское начало, оно пострадало, что ли. И опять же, здесь ключевой фигурой является мужчина. Вам очень нужен мужчина, потому как вы очень не то что зависимы от того, что он делает, да, ваш постоянный спутник, ваш потенциальный партнер, а вы нуждаетесь в этом партнерстве. Вы нуждаетесь в том, чтобы ваш партнер, ваш спутник был рядом с вами. Что он думает о событиях в вашей жизни? Какие-то возможности, предложения вам открываются? Нет, на самом деле у вас есть люди, которые могут вам помочь в вашем таком сложном состоянии, но вы почему-то закрываетесь. Вы закрываетесь, вы ушли вот в эту позицию жертвы, вас обидели, и вы эту помощь не готовы принимать, хотя вам очень хочется. Вам нужно разобраться в себе. Вы считаете, что вы сами можете справиться, вы считаете сами, что можете пройти эту трансформацию, и вам нужно справиться с этим вот именно самой. Хотя, повторюсь, есть люди, есть возможности, которые готовы прийти к вам на помощь и предложить какие-то, знаете, вот возможные удачные варианты, благополучные, для того, чтобы выйти из этого такого состояния. Но вы закрываетесь, вы сами закрываетесь, вы отказываетесь от тех шансов, которые идут к вам в руки. А какие чувства он к вам испытывает? Какие чувства он к вам испытывает? Искренние, очень теплые. Вы его солнышко, вы его радость, вы его счастье. Он понимает, что вы в его жизни не случайно, вы в его жизни неспроста. Вы в чем-то даже его жизнь поменяли, понимаете? И он видит вас идеальной. Вот вы женщина из его мечтаний, из его снов. Есть другая мадам, другую он не любит. Вот эта вот, которая у нас жезловая, да, выходила, которая активно к нему проявляется. К ней эмоций я не вижу. Возможно, какие-то обязательства, обещания, которые его удерживают где-то в отношениях, взаимоотношениях с ней. Но искренние эмоции к вам. И вот, знаете, вот такое ощущение, что вот отношения с этой мечевой, жезловой, это все ошибка. Ты моя мечта, ты неспроста мне, ты судьбой мне дана. И было бы правильно, если бы мы с тобой изначально были рядом. Вот я о тебе всю жизнь мечтал, но обстоятельства сложились таким образом, что вот я совершила ошибку, связав свою жизнь вот с этой вот мечевой барышней, связав свои отношения. А какие у него намерения по отношению к вам? Вы знаете, несмотря на то, что чувства есть, он опрометчивых шагов делать не будет. Ему рубить с плеча неудобно, невыгодно. И ему важно, чтобы он делал шаги, которые прям вот заведомо он знает, что принесут ему успех. Заведомо он выиграет. Но на текущий момент он не уверен в своих силах, он не уверен в своих возможностях, что у него все получится, поэтому будет стоять, топтаться на месте. Он, знаете, вот он не знает кого. И здесь действительно выбор между двумя женщинами, но очень многое у него связано вот с этой вот другой женской фигурой. И он поделать ничего не может. Здесь держат обещания, здесь держат честь, здесь держат морально-нравственные принципы. Поэтому влюбленные, да, это любовные отношения, это все, что он пока на текущий момент может вам предложить. Во всяком случае, таковы намерения. А что же по действиям в итоге? Что по действиям? Что делать будет? Ой, ну знаете, границы не переступит. Вот будет делать так, как правильно. Такое ощущение, что у многих, если отношения ваши не вошли в любовную стадию, то он до последнего может
воздерживаться от такого формата. То есть он думает о любовных отношениях, но будет до конца придерживаться позиции справедливости и воздерживаться от всякого рода искушений. Для тех, у кого вы уже в статусе любовников, любовниц, здесь, знаете, позиция наблюдения, ожидание того момента, когда можно будет заявить о своем решении, о своем выборе, но пока остается в своих стабильных отношениях, и тайна, неопределенность, много вот таких моментов, которые его ограничивают, обязывают и сдерживают. Вот такие у нас двоечки. Благодарю двоечек за просмотр. Благодарю всех за обратную связь. Так, дальше у нас третья позиция. Давайте посмотрим детальный разбор третьего варианта. Итак, троечки. Общее отношение человека к вам. Общее отношение человека к вам. Закрыт. Очень нацелен, очень целеустремленный, но направлен, больше настроен, больше на какие-то свои планы. Это работа, это карьера. Об этих планах вам не рассказывает. Тем не менее, отношения с вами развивать, продолжать очень хочет. Но вы знаете, здесь какой момент? Вот он приверженец все-таки стабильности. Он, опять же, сгоряча в омут с головой прыгать не будет. Он сначала достигнет поставленных им целей, о которых, опять же, не всем говорит, мало кому рассказывает. Скорее всего, все держит в себе, в секрете. Сначала сделай, потом рассказывай. И только потом он может думать о том, чтобы развивать, укреплять ваши дальнейшие отношения. Он считает, что всю базу для дальнейшего будущего он должен создать сам. И прийти к вам уже с чем-то таким максимально готовым. Что сейчас между вами? Четверка жезлов. Ой, товарищи, опять что ли треугольник? Смотрите, ну, многие смотрят на своего мужа, либо на того мужчину, либо здесь вы можете быть не свободны. Ну да, конечно, вот она, и пентаклевая королева, и верховная жрица. Здесь две женщины. Смотрите, ну, у многих может отыгрываться, что не две женщины, а вы в статусе жены и в статусе любовницы. Поэтому здесь, судя по всему, тоже треугольник. Стабильные отношения, стабильные взаимоотношения у вас с человеком, семья и любовные какие-то связи, да, любовно-романтическая связь. Что он думает о вас как о человеке? Он думает о вас как о человеке. Вы его счастливый шанс, вы его подарок. Вы замечательный человек, очень заботливый. Но очень часто вы, знаете, вот какие-то шансы, которые даются вам для ваших отношений, вы их упускаете. И самый такой главный упущенный шанс – это вот те другие отношения стабильные, которые либо у вас, либо у него существуют. Тем не менее, он считает, что вы с ним идеально понимаете друг друга. Вы вообще очень контактный человек, вы вообще человек, который с любым может найти компромиссы. Вы приятная, вы красивая, вы интересная, на вас приятно смотреть, вас приятно слушать. Вы чудесная, замечательная. Но вот знаете, как говорят, хороша Маша, да не наша. Вот это вот самая-самая большая его потеря. То, что вы ему не принадлежите. Тем не менее, судя по всему, человек здесь ничего не собирается менять. Вот карта якорь. С одной стороны, да, по дереву мы развиваем общение, но ничего не меняем. Потому что якорь – это символ стабильности. Это когда все стоит на одном месте, когда все в одной паре. А что думает о вас как о женщине? Что думает о вас как о женщине? Вы умеете наслаждаться собой, вы умеете наслаждаться жизнью. В то же время
В то же время вы умеете уйти от удовольствия. Посмотрите, как интересно. Девятка кубков, восьмерка кубков, десятка кубков. Для вас семья, семейные отношения, серьезные отношения, они в приоритете. Вы умеете получать удовольствие от жизни, но вы умеете расставлять приоритеты таким образом, чтобы у вас семья была в приоритете. Для вас важно, чтобы у вас все было успешно, чтобы у вас все было стабильно и не было рисков. Вы не хотите рисковать тем, что у вас есть, тем, что вам дорого. Это ваша семья, ваша репутация, ваши отношения, что бы это ни было, как бы это ни звучало, как бы это ни называлось. Вот для вас это важно. А что он думает о событиях в вашей жизни? Что он думает о событиях в вашей жизни? Шестерка кубков. Вы знаете, здесь какие-то моменты из прошлого, возможно, даже взаимоотношения с ним, возможно, даже взаимоотношения с тем человеком, на которого вы смотрите. Вот какие-то моменты из прошлого, они напомнили о себе и разрушили какие-то планы, нарушили стабильность, спокойствие. Поэтому сейчас нужно, знаете, вот двойка мечей, замереть, затаиться, прям вот уйти в режим тишины. Вам нужно постараться, точнее он считает, что вам необходимо сейчас постараться вот быть тише воды, ниже травы, воздержаться от всякого рода взаимодействий и контактах. А что он испытывает к вам? Какие чувства? Какие чувства он к вам испытывает? Вы знаете, на самом деле здесь у него в сердце есть другая женщина. Здесь на самом деле есть та женщина, вот, с которой, скорее всего, он в отношениях находится. Он к ней испытывает чувства, но здравым взглядом, глядя на вас, на то, какая вы, он понимает, что вы намного лучше. Он понимает, что вы красивее, вы умнее. Вот знаете, тройка пентаклей, ты лучше всех. Ты в разы превосходишь всех, кого я знал ранее. И нужно отметить, что здесь человек, он не романтик, он прагматик. Здесь из сигнификаторов было видно, что он, знаете, вот первым делом самолеты, ну а девочки потом. И здесь какие-то такие супер нежные чувства, они как будто бы ему не свойственны. Но скорее всего, вы просто очень давно с ним знакомы. Скорее всего, здесь очень давние такие отношения. Возможно, они зародились между вами даже раньше, чем вы или он создали семью. Да, это, возможно, со школьной скамьи. И он считает, что ваши чувства, они проверены временем. Тем не менее, в его сердце находится другая женщина, которая, ну, собственно, вот ему не безразлична. А каковы его намерения? Каковы его намерения по отношению к вам? Перемены. Вы знаете, ему важно вот как-то перестроить, реконструировать ваши взаимоотношения таким образом, чтобы вы друг друга не потеряли. Продолжить ваше общение, продолжить ваше взаимодействие, но таким образом, чтобы оно было безопасно. Обязательно выйти на какой-то новый виток, новая глава, новая страница, новый уровень, но без перемен, без того, чтобы, знаете, вот что-то менялось. Перемены без перемен. То есть реконструировать, пересмотреть ваши отношения, ваши взаимоотношения в такой формат, чтобы они не причиняли никому дискомфорта, чтобы вы в жизни друг друга остались, сохранились, но чтобы этот формат не предусматривал разрушение ваших отношений других и, соответственно, его отношений других. А что по действиям у него? Что он делать будет? Но он здесь будет сейчас настроен на кубковую королеву, собственно, она же и жезловая, настроен на другую женскую фигуру. Вы знаете, здесь он, в принципе, самодостаточный. Здесь вот эта вот фигура стала выходить, другая, только ближе к концу расклада, ну, собственно, изначально, в самом начале она вышла, то, что она есть. Но как значимая такая для него фигура, как, знаете, тот человек, на которого он будет ориентироваться, он является самим собой. Вот он будет ориентироваться всегда на то, что он думает, что он говорит.
Тем не менее, вот в его действиях в ближайшее время будет прослеживаться четкий, тесный контакт вот с этой вот женщиной. Скорее всего, у них семья, либо настрой на вот именно семейные отношения. И он не знает, он пока не понимает, как сделать так, чтобы реализовать вот эти намерения, о которых было сказано ранее. Возможно, на почве либо общих друзей, либо на почве совместной деятельности он что-то придумает. Но здесь опять же двойка пентаклей – это двойственность, это отсутствие стабильности и умение обойти острые углы. Опять у нас тайные отношения романтические и, собственно, треугольник. Часто такое бывает, но, судя по всему, имеет место быть. Вот такой у нас третий вариант. Троечки, благодарю вас за просмотр. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. Каждый ваш комментарий читаю. Очень интересно, как это все отыгрывается на общих раскладах. Я благодарю всех за просмотр. Я благодарю всех за внимание. И до встречи с вами в новых видео.